Сегодня готовим классическую сборную мясную солянку, густую, наваристую, с той самой идеальной кислинкой. И сейчас наш любимый кулинар Илья готов раскрыть все секреты идеального приготовления этого супа. Сначала варим насыщенный мясной бульон. Затем переходим к овощам. Очищаем 2 головки репчатого лука и нарезаем кубиками среднего размера. Небольшой секрет: лук солянки должен не просто размягчиться, а медленно карамелизоваться до золотистого цвета. Именно он свяжет воедино кислоту огурцов и насыщенность копченостей, отдавая супу весь свой глубокий аромат. Нарезанный лук сразу же отправляем в сковороду. Именно он станет ароматной основой для нашего бреза. Следом черед огурчиков. Здесь все исключительно на ваш вкус. Это могут быть как классические бочковые, так и маринованные огурцы. Покрепче или слабокислые. Не переживайте за баланс. Окончательный вкус и кислинку мы всегда сможем идеально отрегулировать в самом конце. Режем их маленькими кубиками, чтобы они равномерно распределились в супе и отдали весь свой аромат в каждой ложке. Отправляем нарезку на отдельную сковороду. Огурцы затем зальем мясным бульоном. И накрываем крышкой, чтобы тушить 5-7 минут, чтобы они как следует размягчились. В это же время помешиваем лук, чтобы он у нас не подгорел. А теперь самый аппетитный момент. Принимаемся за мясное изобилие. Сначала режем сосиски аккуратными ломтиками и отправим их в чашу. Главный секрет настоящей солянки: чем больше видов копченостей вы используете, тем богаче получится наш суп. Колбаску также режем аккуратными ломтиками и также отправим в чашу. Вы можете взять абсолютно любые копчености по вашему вкусу. Главное, чтобы в солянке присутствовал тот самый яркий, соблазнительный, дымный аромат. Мы берем также ветчину, салями и сервелат. Но вы можете взять любые копчености, повторяюсь, по вашему вкусу. Все это мы нарезаем кубиками, чтобы наш суп смотрелся гармонично. Объединяем все ассорти в одной чаше, а затем всю эту красоту отправляем на сковороду слегка обжариться, чтобы вытопить ароматный жир и раскрыть невероятно богатый вкус копченостей. Затем делаем отварную мясную нарезку. Нарезаем мелким кубиком сочное мясо из бульона, а также у нас отварной язык. Здесь действует тот же самый принцип. Вы можете взять абсолютно любое мясо. Также и жирность вы выбираете на свой вкус. Берем отварной язык и также нарезаем теми же кубиками. А еще у нас куриные ножки. Аккуратно снимаем мясо с косточки и также будем нарезать мелким кубиком. Курица отлично дополнит отварной язык и говядину, сделав вкус более объемным, нежным, сбалансированным. Кстати, если у вас нет языка, его всегда можно легко заменить любым другим любимым мясом – телятиной или свининой. Ну а если вы раньше не пробовали или не готовили солянку, для вас это кажется сложным блюдом, поверьте, это совсем не сложно. Не бойтесь большого количества ингредиентов, просто повторяйте все шаги вместе с нами, и у вас обязательно все получится. А представьте, какой невероятный богатый вкус ждет вас впереди, когда все эти мясные ароматы соединятся в одном кипящем бульоне. Результат точно превзойдет все ваши ожидания, а близкие обязательно попросят добавки. Готовьте с Ильей и Еленой, и на вашей кухне всегда будет вкусно.
вкусно. Вы только посмотрите, какая замечательная, богатая нарезка у нас получилась. В процессе не забываем помешивать наши копчености на сковороде, чтобы они равномерно подрумянились. Теперь в сковороду к обжаренному луку добавляем томатную пасту и все хорошенечко перемешиваем. Илья также добавил немного томатной пасты в сковороду, где тушатся огурчики. Но это уже совсем не обязательно, это по вашему усмотрению. Накрываем все крышкой и даем всему потушиться на медленном огне. В наш горячий бульон отправляем лавровый лист, душистый перец и щепотку перца чили для легкой приятной остроты. Затем соединяем бульон с луково-томатной зажаркой и с тушеными огурцами. И все тщательно перемешиваем. Даем копченостям еще буквально минутку подрумяниться. А теперь в наш кипящий ароматный бульон аккуратно закладываем всю нашу отварную мясную нарезку. И снова перемешиваем. Затем подливаем немного огуречного рассола для той самой правильной кислинки. И выкладываем обжаренные копчености. Какой аромат пошел! Запах густых копченостей переплетается с пикантной кислинкой огурчиков и рассола. А выглядит настолько аппетитно, что просто слюнки текут. Зелень у нас укроп и кинза, и нам понадобятся маслины и каперсы. Нарезаем маслины. Вы можете взять как оливки, так и маслины. Можете их взять целыми. Мы режем. Далее каперсы. У нас каперсы уже с лимоном. И финальный штрих. Добавляем каперсы в наш ароматный суп. Туда же идут и маслины. И оставляем покипеть еще 5 минут. В это время мелко нарезаем зелень. Соли добавлять даже не надо. Слушай, правда, соль добавлять не надо. Оставили 5 минут докипать. Добавим зелень, выключим огонь. И наша сборная мясная солянка готова. При подаче добавим ложечку сметаны и ломтик лимона. Я добавил немножко соли, и чтобы зелень лучше открылась, я ее перемну. Ты знаешь что? Что? Я добавлю сахарочек чуть-чуть для усиления вкуса. Потому что там была кислота. Сколько ты добавляешь? Пол чайной ложки сахара. Потому что у нас была кислота от рассола огуречного. И чтобы ее погасить, мы добавим немножко сахарочка. И будет классно. Сахар является усилителем вкуса. А мы же хотим вкусный суп. Размешиваем, накрываем крышкой и выключаем. Даем настояться.
Какой аромат! Ты крышку открыл, и сразу такой вкусный аромат копченостями пошел. Очень аппетитно. Это достаточно простое блюдо, особенно если у вас залежались продукты деликатесные в виде колбас, ветчинок, сосисочек. Все пойдет на переработку и будет очень вкусный суп. Не забудьте добавить пару ломтиков лимона и сметанку. Красивая подача к вкусному супу. Приятного аппетита! Какую же невероятную красоту и вкуснятину сегодня приготовил Илья. Солянка получилась просто бомба. Богатая, наваристая, с кислиночкой. Очень аппетитно. Да ты первый раз попробовал солянку? Первый раз я попробовал солянку. Это в поезде, в вагоне-ресторане, когда ехал в Ленинград. Это сколько тебе лет было? Это мне было 18 лет перед армией. А как ты научился ее готовить? Не знаю. Ну вот и все, друзья. Сегодня мы вместе с вами приготовили легендарную классическую сборную солянку. Как вы сами видели, рецепт абсолютно понятен и доступен каждому. Так что и вы теперь с легкостью сможете повторить его у себя дома. Готовьте на здоровье. Радуйте себя и своих близких этим потрясающим вкусным блюдом. И, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео. Нам с Ильей будет очень приятно. Ну а кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые вкусные выпуски на канале «Вкусно на кухне» с Ильей и Еленой. До новых встреч и приятного вам аппетита!